Добрый день, дорогие друзья, с вами Хлеб, и сегодня мы продолжаем кошмарить эти ваши моды на Сталкер. Признаюсь честно, изначально я планировал сделать видео по второму эпизоду Hibernation Evil. Кстати, с видео по первой части этого мода можешь ознакомиться по всплывающей подсказке. Однако событие приняло резкий разворот, когда на просторах АП Pro появилось данное творение. И сразу же большинство негативных отзывов. Ну, я не знаю. Наверное, я мазохист. Но так или иначе, нам стоит провести свое независимое расследование. Как-никак вот на мое любимое «Чистое небо», а во-вторых, тут присутствует авторская озвучка. Так чего же мы ждем? Давайте сразу же и приступим. А перед тем, как мы продолжим... Культовые вертолеты Ми-24 «Крокодил» и американская «Кобра» утюжат градом ракет танки. С земли зенитки отвечают залпом снарядов с радиовзрывателями. Что это за игра? Это новый War Thunder. Качай игру прямо сейчас. Начинается мод на окраине Восточной Припяти, где по рации с главным героем связывается наемник по прозвищу Лектор. Кстати, давайте прямо сейчас оценим во всей красе авторскую озвучку. Ермак, прием. Да, ответил. Ермак, сука, Харе не отвечает. Да ответил я, мать твою. Ой, черт, кнопку забыл нажать. Ермак ответил. Ермак, мы, бля, на тебя надеемся. Мы уже выдвинулись к выжигателю. Через часов 8 будем на месте. Лам, Ермашка, удачи тебе. Ермашка, ты какашка. И в целом, озвучка для сталкерского мода пойдет. Уж всяко лучше уровня осведомителей из истории Борова. Ну вот и славно. Вижу, хоть и бандит, но толковый. Но было бы лучше, если диалоги были чуть громче, и каждое сообщение сопровождалось субтитрами, так как временами приходилось прислушиваться. Играем же мы за наемника по прозвищу Ермак, который очень крутой, но устал от всей этой синдикатной жизни и хочет уйти на заслуженную пенсию. Но перед этим, чтобы хватило денег на хлеб с солью, решает выполнить последнее задание. И нашим заданием является заполучить 10 ключей шифрования, ключ-пароль и передатчик. Зачем и почему, выясним немного позже, а пока направимся на первую точку. Кстати, замечу, что шатает тут камеру изрядно, поэтому пришлось прописать в консоли нулевую инерцию камеры. Но позже, когда я первый раз откинулся, я заметил, что данная настройка слетает, и после каждой новой загрузки сохранения мне приходилось вводить команду заново. Это еще тот геморрой. Но давайте вернемся к нашей истории. Приводит нас нелегкая в магазин книги, где тотчас нас атакуют бойцы группировки Монолит. И здесь я заметил первое нововведение. Во-первых, на каждый источник главгерой произносит ту или иную цитату из оригинальной озвучки наемников. Как бы это прикольно, но нафига? Тем более, что по большей части они не в тему. Сейчас бы шашлычок, да с зеленью, да под хорошее вино. Да, особенно в такой обстановке. А вот озвучка во время ранения и устранения противника вполне себе. Во-вторых, когда ты оказываешься на близкой дистанции, монолитовцы словно камикадзе подбегают к тебе и переходят в рукопашный бой. Что поначалу заставило меня малость, прошу прощения, обделаться. Нифига себе! Левый короны, правый похороны, не иначе. Но так или иначе, с трудом и кучей загрузок сохранений мы получаем первый ключ. Далее дорога лежит ко второй точке, что расположена в универмаге. Однако тотчас произошло нечто необычное, и часть врагов с нужной нам точки самолично явилась прямиком сюда. Среди которых был командир отряда, не без труда подбив которого мы получаем второй ключ. Но тут же до меня дошло, что ИИ у противника здесь немного поломанный, и возможно после моего самого первого боя все бойцы, так сказать, разбежались с намеченных позиций. С этими мыслями я направился уже к третьей точке, где и произошла судьбоносная встреча уже с третьим по счету командиром, завалив которого я получаю нужную нам вещицу. А затем мы направляемся на четвертую точку, которая находится на просторах общежития. Там ребятки были явно отвлечены звуками прошедшей перестрелки, почему меня полностью игнорировали. А мне это, знаете ли, на руку. Пошумим рвать! Да, темнота бывает враг, бывает лучший друг. Ты еще в конце ауф добавь, и будет пацанский цитатник. Да отстань ты, у меня более крупная рыба на примете. О, привет, командир. Я сюда пришел с цветами, поэтому отдавай свою флешку, и мы в расчете. Кстати, ни одного мутанта здесь нет, только монолитовцы. Они что, их съели, получается? Ключ добыт, но не успел я уже было начать двигаться в сторону следующей цели, как она сама подбежала ко мне. Знаете, это довольно удобно. Так, монолитовцы в детском саду. Я думаю, им там самое место по уровню развития и агрессии. Так, быстренько чекаем, что там у него. О!
Да-да, я понимаю, удачно зашел. Накостыляв здешнему курьеру Яндекс.Еды, мы забираем 5-ю флешку и мчимся в сторону госпиталя, нашей следующей цели. И тут, дорогие мои, это не госпиталь, а Вьетнам какой-то. Стрельба отовсюду. Враги, словно гуки вместо деревьев, попрятались по помещениям. А значит, моя тактика выловить командира отряда в одиночестве и тихонечко его мочкануть обречена на провал. Ты как палату-то покинул-то? Я не знаю, кто это, но это уже меня бесит, пипец. Просто калит. И вот уже на этом этапе я понял. Как же я устал. Как же, мать его, я устал от этих перестрелок, которые и не думают заканчиваться. Просто не дают передохнуть. Поэтому я был вынужден устроить себе перерыв на 3 бутылки молока. Затем, мысленно вытерев пот со лба, я направился к следующей точке. И ей оказалась школа. Рюкзак собрал, поехали. Бутерброды, главное, не забыл забрать. Которую заполонили оставшиеся в очередной раз на 2-й год монолитовцы. Да, бабы это вообще классно. Только тут им не место. В школе, да, согласен. Прорываясь сквозь толпу двоечников и тех, кто не сдал ЕГЭ, я по счастливой случайности наткнулся на нужного мне человека. Устранив его, забираем причитающийся и топаем в сторону КБУ юбилейный. Оказавшиеся там, уж явно не ради покупок, фанатики попытались оказать мне сопротивление. Но я не для того мод качал, чтобы сдаваться. И, кстати, командир тоже не заставил себя долго дожидаться. И в данной перестрелке юмористов мы одержали верх. А затем, подобно десантнику, мы совершаем нереальный крутой трюк без парашюта. Какой же все-таки Ермак крутой. Но шутки кончились, когда я подошел к зданию старого КБО. Тут ребята, как говорится, меня поджидали. Да, наконец-то. Кто? Откуда? Кустадрот хренов, пошел в жопу. Да господи, блять, эта стрельба меня уже достала. Что ты здесь забыл? Что ты здесь забыл? Что это было? Да иди ты в жопу! Да уж, зафлеймил я тут конкретно. Нервы на пределе. Пара-тройка смертей и загрузок, как я добыл нужную мне флешку. Однако боевые приключения Рэмбо в лице Ермака на этом не закончились. Под свист пуль мы держим курс прямиком в речной порт. По счастливой случайности сам командир решил разобраться со мной. Ну а мы-то что? Мы не против, лишь бы патронов хватило. Забрав с хладного трупа флешку с ключом-паролем, мы направляемся в сторону кинотеатра Прометей, где, по идее, должна быть последняя цель с шифратором-передатчиком. Монолитовцы, похоже, забыли тот факт, что кино в Припяти уже давно не крутят, поэтому тотчас яростно отреагировали на наше появление. Все, забирай калькулятор и погнали. Наемники там просто гонорар посчитать не могли, поэтому нужен был калькулятор. Показав этим мнимым киноманам, у кого здесь больше всех аниме просмотрено, мы забираем причитающиеся, и теперь перед нами стоит задача — забраться и передать полученную инфу с высокого здания. Я думаю, вы уже наверняка догадались, о каком месте идет речь. И тут случилось невероятное. Я наконец-то встретил мутантов, а именно 3 слепых псов. Но радость длилась недолго, потому что закаленный в боях с ордами монолитовцев, пристрелить пару-тройку хот-догов на ножках мне не составило особого труда. Жаль, наше знакомство было недолгим. Рип скачаем. Затем я подошел к нужному мне зданию, и, отдавшись своим инстинктам, подобно мартышке, я залез на нужную мне высоту. И уже там принялся в спокойной и непринужденной обстановке тыкать все эти флешки и расшифровывать пароль. 6-й. Так, а где 7-й? Я тебе ща потеряю флешку. Будешь искать ее сам, шутник хренов. Все, пароль получен и был отправлен лектору, группа которого расположилась на радаре. За что нам выражается устная благодарность, а наш гонорар мы можем забрать у бармена. А ведь это ни хрена не последний рейд. Ты же, сучка, меня не отпустишь. Зона. Конфуций, 950 год до нашей эры. Что я могу сказать? Это было ужасно. Сюжет был из разряда сходить в магазин, докупить бутылку хлеба и батон молока. Авторской озвучки мало, но она хотя бы есть. Монолитовцы камикадзе были очень даже страшными на психологическом уровне. Мне теперь точно кошмары ночью сниться будут. Перестрелка уже, если честно, ближе к госпиталю изрядно подзадолбала. Поэтому, если вы ожидаете от этого проекта мод на пару вечеров, где упор бы делался на сюжет, то это не для вас. А если вы хотите погонять по локации и пострелять во всякую нечисть, то лучше поиграйте в Painkiller. Ну или в Killing Floor. Балдежная игрушка. Понравился ли мне этот мод? Ну что за вопросы? Конечно да! Жду ли я продолжения? Ну естественно! А на этом наш ролик подходит к концу. С вами был Хлеб. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Ну и не забудьте поставить лайк, чтобы поддержать данное видео. Не забывайте вступать в паблик ВКонтакте и на мой сервер Discord. Всем пока и помните, даже если вы крутой и прожженный сталкер, всегда опасайтесь монолитовцев камикадзе. А то пока вы сражаетесь с ордой фанатиков,
один из них дышит вам в спину.